Всем привет! Сегодня мы расскажем вам, как настраивать цифровую сетевую камеру торговой марки Uniview и пройдемся по ее основным характеристикам. Для примера у нас сегодня будет камера IPC2324SS 10K. IP адрес по умолчанию камеры Uniview 192.168.1.13, логин админ, пароль 123456. Найти камеру в сети вы можете как по дефолтному IP-шнику, так и по программе EZ Tools, который специально изготовлен для камеры Uniview. Вот наша камера, вот наш динамический IP-адрес, и вот название версии. Заходим на камеру. Сразу нам идет предупреждение о том, что браузер не поддерживает плагин. Что мы видим в первоначальной вкладке? Вкладке просмотра. Переключение потоков первый, второй, третий. Как видите, потоки разные, качество разное у них. Изображение, кнопка. Сразу настройки изображения переходят у нас с просмотром. Если камера с моторизованным объективом, здесь есть зум и фокус. Эта камера именно такая, поэтому мы всегда можем зум удалить, приблизить. Звук с камеры, громкость звука, снимок экрана, можно сделать небольшой скриншот, запуск записи локальной, цифровой зум, полный экран, панель управления. Заходим в настройки. Информация о камере. Модель, версия ПО, серийный номер, MAC-адрес. Общие настройки. Сети. Сейчас это DHCP. Можем поставить статический адрес или PPOEM. Настройки времени. Выставляем часовой пояс, системное время, синхронизируем с NTP сервером или с нашей системой. Переход на летнее время. OSD субтитры. Вы можете создать какие-то субтитры с определенным цветом фона и цветом шрифта. Пользователь. Есть только администратор. На него мы можем поменять пароль или добавить какого-то нового пользователя, указав его тип. Настройки сети более детальные. Сама сеть. Настройки DNS сервера. Порты. Как нормальная IP-камера. Здесь можно порты. Основные HTTP, HTTPS, RTSP менять. Порт маппинг функция также есть. Настройки DNS, динамический DNS через какие-то сервера. Облачное подключение камер через EZ Cloud компании Uniview. Настройки имейла для отправления почты по событиям или каким-то другим тревогам с камеры. Настройки SNMP для добавления камеры в программы контроля IP-устройств. Настройки шифрования 802.1x и настройки приоритетов QoS. То есть камера имеет довольно-таки богатые характеристики сетевые, которые также можно встретить в других камерах. Настройки видео-аудио. Режим отображения с разрешением. Формат сжатия видео 264-265 MJPEG. Естественно, мы ставим в привычном 264. Если поддерживает ваши системы, то можно поставить 265. MJPEG не рекомендуем, так как очень много места будет занимать. Разрешение, частота кадров, битрейт. Режим битрейта постоянный или переменный. Keyframe, iframe, ключевой кадр для сжатия H264. И какой-то у нас еще есть U-код. Это настройка Uniview, которая дополнительно сжимает наше видео. Также настройки второго потока и третьего потока. Всего в камере 3 потока. Мы это видели на вкладке просмотра. Снимок экрана. В каком оно будет разрешении, какой будет размер максимальный, какие снимки уже сделаны. Аудио, настройки микрофона и настройки аудиовыхода, если такого имеется. Область интереса, область, которая задает нам зону, в которой будет максимальное качество, вокруг нее будет уже зона с более худшим качеством. Вот мы можем задать такую область и ее настроить соответствующим образом. Поток данных, настройки RTSP. Вкладка изображения нам может регулировать яркость, насыщенность, контраст, резкость, шумоподавление. Камеру можно перевернуть, как нам удобно. Настройки времени затвора. Сейчас тут у нас экспозиция автоматическая. Можно поставить в помещение вручную и добавлять яркость на матрицу. Советую не играться, оставить сюда режим авто.
Соответственно, здесь есть режим VDR. Сейчас каждая себя уважающая IP-камера без этого режима не выпускается. И настройки VDR. Вот вы видите, темные участки осветлились, яркие, наоборот, затемнились. ИК-подсветка, настройки. Тип подсветки есть инфракрасного, только в этой камере. Режим глобальной защиты от засветки. Подсветку можно включить или отключить. Баланс белого, в зависимости от того, где находится камера, мы вставляем теплоту света или режим внутри или снаружи. В дополнительных настройках у нас есть функция антитумана, но именно в этой камере она отсутствует. Настройки USD мы уже рассматривали в прошлой вкладке. Приватные зоны. Так называемое маскирование. Если у вас есть необходимость какой-то участок закрыть от наблюдателя или оператора, мы можем данную маску добавить, и она будет у нас иметь черный цвет. Аналитика. Камеры UNIV могут иметь следующие аналитики. Защита от периметра, пересечение линии в ход-зону. Дальше удаленные объекты, отложенные объекты. Это у нас статистика по всяким событиям по камере. И обнаружение человека. Соответствующие все аналитики вы можете настраивать. То есть можно сделать настройки, действия по тревоге, настройку правил, расписание. События. В камере есть тревожные входы-выходы. С помощью аналитики событий этих выходов мы можем сделать более такую качественную систему безопасности. И здесь мы можем настроить настройки правил, области для правил, то есть настроить наш датчик движения. Действия по тревоге, загрузка на FTP или отправка по почте и расписание. В камере есть тампер, который при отключении камеры или закрытии ее будет срабатывать. Детектор звука. Здесь у нас можно выставить внезапное падение, внезапный подъем, неожиданное изменение, порог звука. То есть тут нету, как в модных камерах, взрывы, хлопки, выстрелы. Тут просто есть настройки по силе звука в децибелах. Тревожный вход, тревожный выход. Также эти настройки. В вкладке о событиях можно настроить все детекторы. Расположение файлов, карта памяти или NAS можно подключать к этой камере. Данная камера сейчас у нас без SD-карты, поэтому тут ничего не покажем. Настройки FTP сервера. Можно прописать ваш FTP сервер, указать его все параметры подключения и сохранять снимки на этот FTP сервер. Но не видео, заметьте. Видео на FTP сервер у нас камеры мало какие могут писать. Настройки безопасности. Пользователь, администратор. Дальше шифрование всевозможное, HTTPS, сертификация, аутентификация по RTSP HTTP. Напоминает очень меню камер Hikvision, кстати. Защита ARP. Фильтрация IP-адресов. Черный или белый список, который разрешает или запрещает подключиться к камере определенным IP-адресам. Политика доступа. Данные по камере, спид данных производителя, водяной знак. Также можно включить на камеру. В системе у нас мы видим настройки времени и вкладка обновления, где можно перепрошить данную камеру, сохранить ее конфигурацию или загрузить конфигурацию с файла конфигурации. Можно экспортировать эти данные, указать максимальное приближение фокуса и камеру перегрузить. Кратко прошли по всем настройкам. Камера видно, что китайская, похожее меню на все другие камеры Hikvision, Dahua, TND, поэтому сложности в настройке быть не должно у вас. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.